Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Татьяна, и в этом видео третья заключительная часть мастер-класса кардигана кофты для девочки спицами. В этой части мы свяжем рукава нашей кофточки. Итак, между петлями рукава, что на спицах, у нас остается свободное место. Это краевые петли от ростка и подрезов. У меня 13 таких кромочных петель. Я их разделю на две части и повешу маркер на центральную петлю. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 кромочных с одной стороны и 1, 2, 3, 4, 5, 6 с другой стороны. И к центральной петле сейчас будем присоединять ниточку. Это будет место начала вязания рукава. Продеваю и привязываю нить к задней стенке центральной кромочной петли. Вывожу ниточку на лицевую сторону, подхватывая и вытягивая ее уже через две стенки кромочной петли. Надеваю маркер, петлю и из 6 кромочных набираю петли, подхватывая кромочные за 2 ниточки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И далее провязываем имеющиеся на спице петли рукава. Вяжем лицевыми до узорчика. В центральной части рукава изнаночная, перехлёст петель, центральная на крайнюю вправо, центральная на крайнюю влево и опять центральная на крайнюю вправо, центральная на крайнюю влево, изнаночная. Вяжем оставшиеся на спице петли лицевыми и вместе подреза доберем еще 6 петель. Провязали, набираем 1, 2. Сейчас камера сфокусировалась и хорошо видно. Вот эту нижнюю ниточку не захватываем, а только вот эти две верхние. Вот таким образом. Если мы будем подхватывать эту ниточку, то образуется дырочка. 3, 4, 5 и 6. Маркер перебрасываем. На этом этапе немного задержусь и расскажу. Когда я вяжу, я всегда, особенно на начальных каких-то этапах, примеряю изделие, в данном случае на дочку, и прикидываю, какого результата я хочу добиться. В этой модели верх кофточки немного заужен, поэтому и рукава я хочу более изящные, не широкие. Соответственно, пройму нужно уменьшить. Для этого я сразу сделаю убавки в нижней части рукава.
Убавлю по 3 петельки с одной и с другой стороны от маркера. Если вы изначально вяжете кофточку более широкого кроя или на ребенка более плотного телосложения, то, возможно, вам подойдет именно такая пройма. Это вы уже решите путем примерки. Вяжем лицевая, это центральная петля низа рукава и начало вязания. Далее провяжу 3 раза по 2 петли. 1. Вяжу так, как лежат у меня петли за передние стенки. 2. 3. И далее по узорчику лицевыми. В центральном узоре изнаночная, 8 лицевых петель без перекрещивания, изнаночная и вяжем лицевыми до нижней части рукава, до убавок. Я провязала до нижней части, и у меня остается 6 петель до маркера. Я их тоже провяжу по 2. 1, 2, 3. И следующий ряд вяжем лицевыми до узорчика. Третий ряд раппорта узорчика. Изнаночная и замыкаем петли первого элемента к центру. Крайняя на центральную влево, крайняя на центральную вправо. И еще раз. Крайняя на центральную влево, крайняя на центральную вправо. Изнаночная. Довязываем ряд до конца лицевыми петлями. Завершаю третий ряд и в четвертом ряду раппорта узорчика сделаю еще одну убавку со стороны спинки. И далее буду делать убавки в начале и в конце ряда. В каждом четвертом ряду раппорта можно ориентироваться по узорчику, то есть после замыкания элемента к центру в следующем ряду делаю убавку. Первую убавку сделаю в начале ряда со стороны спинки, так как изначально от горловины на заднюю часть рукава я добавила на 1 петлю больше. К тому же центральная петля нижней части рукава у меня также пришлась на заднюю часть рукава. Поэтому со стороны спинки сделаю 2 убавки подряд, чтобы уравнять количество петель до узора и после узора. Пока убавки я буду делать в каждом четвертом ряду через 1 элемент, а далее в каждом 8 ряду через 2 элемента. Сейчас у меня до узора 32 петли по передней части рукава и 34 петли по задней части рукава. Убавлять буду по 1 петельке, провязывая 2 вместе, со стороны спинки с наклоном вправо, со стороны полочки с наклоном влево. Вяжем. Вот так за передние стенки с наклоном вправо. Продолжаем вязать лицевыми. В четвертом ряду раппорта узора между изнаночными 8 петель лицевыми без перекрещивания. Провязываем. Довязала. Сейчас я свяжу еще один такой элемент и в четвертом ряду этого элемента убавлю петлю также в начале ряда. Кому интересно и кто вяжет по моим параметрам, до начала вязания рукава у меня было 14 ярусов элементов. С вами вместе я связала еще один, 15. Далее пока буду делать убавки в каждом элементе, в каждом четвертом ряду. И, наверное, когда свяжу 18 элемент, убавки начну делать в каждом 8 ряду, то есть в каждом втором элементе. Вам не обязательно привязываться к моим убавкам.
У вас может быть совсем другое количество петель, если вы вяжете на другой размер, либо в нижней части рукава у вас изначально меньшее количество набранных петель подреза, то, скорее всего, вы будете делать убавки реже. Принимайте решение после примерки. Если рядом нет ребенка, то лучше прикладывать периодически изделия к какой-то готовой вещи. И для примерки желательно петли переснять на дополнительную нить, чтобы пройма мягко ложилась, так как на спице рукав топорщится. Я связала еще 4 ряда и убавила еще одну петлю в начале 4-го ряда. Теперь у меня количество петель уравнялось. До узора и со стороны спинки, и со стороны переда по 32 петли. От горловины по узорчику у меня сейчас 16 элементов. Я свяжу 17 и 18 элементы, убавлю по одной петле с каждой стороны и далее начну делать убавки через 2 элемента. После провязывания следующего 17 элемента убавку буду делать в конце 4-го ряда со стороны переда. Давайте встретимся на этом моменте. Итак, довязываю 4-й ряд следующего элемента, делаю убавку, провязывая 2 петли с наклоном влево за задние стенки. Петли разворачиваю и провязываю. Вяжу следующие 4 ряда раппорта элемента и в 4-м ряду сделаю убавку в начале ряда. Я сейчас вяжу правый рукав кофточки, а на левом рукаве будем делать убавки наоборот, в зеркальной симметрии. Петли переда рукава убавляются в начале ряда, петли задней части рукава в конце ряда. После того, как количество петель до узора уравнялось, я начала делать убавки с передней части рукава. То есть сейчас у меня к передней части рукава приходится 31 петля, к задней 32 петли. После следующей убавки количество петель вновь уравняется. Так, связала 18 элемент, сделала убавку в начале ряда. Получается по 31 петли до узорчика с одной и с другой стороны. И далее убавки буду делать через 8 рядов после провязывания 2 элементов узора. И начну опять с передней части рукава. В конце 8-го ряда 2 петли вместе с наклоном влево. А в следующем 8-м ряду в начале ряда 2 петли вместе с наклоном вправо. В нижней части рукава свяжу вот такой фантазийный узорчик. Если вы хотите повторить, то вам нужно не довязывать где-то 10 сантиметров до того места, где вы планируете вязать манжет. Получается около 12,5 сантиметров до низа рукава. Можно рукавчик связать подлиннее и носить сначала, отвернув манжет на рукав. Тогда получается до низа рукава нужно оставить 10 сантиметров. Пока вяжем рукавчик, делаю убавки на нужную длину. Я ориентировалась длиной рукава по туничке с размером 128, так как вяжу на размер больше. Просто прикладывала кофточку, совмещая линию проймы. Итак, я связала рукав, не довязывая 10 сантиметров до необходимой длины. И далее я не буду делать убавки с внутренней стороны рукавчика, а буду делать их при вязании узора с внешней стороны. Свяжем вот такой узорчик, убавляя петли лицевой глади с двух сторон, а в изнаночной глади прибавляя, но через раз. Равносильные прибавки сделаю только в начале клинышка. Дальше буду делать прибавки только в первом ряду раппорта элемента, а убавки в первом и третьем рядах элемента, то есть через ряд. За счет этого рукавчик будет сужаться. У меня у дочки запястья узенькие, и, как я уже говорила, хочу изящный не широкий рукав. Если вы не хотите зауженный рукавчик, то вам нужно делать прибавки равносильно убавкам, а убавки продолжить делать с внутренней стороны рукава в каждом 8-м ряду.
Для тех, кто вяжет точно по моим параметрам, до вывязывания нижнего узорчика у меня связано 39 элементов. Последнюю убавку с внутренней стороны рукава я выполнила в четвертом ряду 38 элемента. Следующий 39 элемент связала без убавок. И теперь между элементами рельефных дорожек добавлю одну изнаночную петлю, а в лицевой глади убавлю по одной петле с двух сторон. Провязываем до этого места. Связала, оставив до узора 2 лицевые петли. Провяжем их вместе лицевой с наклоном вправо за передние стенки. Изнаночная. Вяжем петли элемента с перехлестом центральных петель на крайние. Добавляем изнаночную петлю из протяжки. Провязываем скрещенной за переднюю стенку. Вяжем следующий элемент. Изнаночная. Следующие 2 лицевые разверну и провяжу вместе за задние стенки с наклоном влево. Получается, убавили 2 петли, прибавили 1 петлю, то есть мы сделали одну убавку. Если вы хотите расклешить рукав к низу, тогда вам не нужно делать убавки в лицевой глади, а просто добавлять петли клинышка между элементами. Довязываем ряд до конца и следующий ряд вяжем по рисунку, без убавок. Между элементами 1 изнаночная. Связали, вяжем третий ряд раппорта элемента. Перед узором 2 лицевые за передние стенки с наклоном вправо. Изнаночная. Выполняем перехлест петель элемента к центру. И сейчас я добавлю по одной изнаночной петли по внутренним краям элемента. Поднимаю ниточку протяжки, провязываю изнаночной скрещенной за переднюю стенку. Изнаночная. И еще одна изнаночная скрещенная из протяжки. Перехлест петель элемента к центру. Изнаночная. 2 лицевые петли вместе за задние стенки с наклоном влево. Довязываем ряд до конца и четвертый ряд раппорта элемента вяжем по рисунку без убавок. Между рельефными дорожками 3 изнаночные петли. Приступаем к следующему раппорту элемента. В центральной части прибавлю 2 петли по краям, в лицевой глади опять же убавлю. 2 петли вместе с наклоном вправо. Изнаночная. Перехлест петель элемента с расхождением от центра. Изнаночная скрещенная из протяжки. Три изнаночных.
изнаночная скрещенная из протяжки, перехлёст петель элемента, изнаночная, 2 лицевые петли вместе с наклоном влево. Продолжаем. Следующий ряд вяжем по рисунку, между элементами 5 изнаночных петель. Вяжу третий ряд раппорта элемента, 2 лицевые вместе с наклоном вправо, изнаночная, перехлёст петель элемента к центру, и далее, как я уже говорила ранее, буду делать прибавки при вывязывании клина только в первом ряду раппорта элемента. И сейчас в третьем ряду я их просто вяжу по рисунку изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5. Замыкаем петли элемента к центру. Изнаночная. 2 лицевые петли вместе с наклоном влево. Довязываем ряд до конца и следующий четвертый ряд раппорта элемента вяжем по рисунку. И при вязании следующего элемента в лицевой глади сделаем по 2 убавки по 2 раза с каждой стороны, а в изнаночной глади сделаем прибавку 1 раз, добавив 2 петли по краям. Так я и буду продолжать. Всего я свяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 элементов. В конечном итоге в изнаночной глади образовалось 19 петель, то есть после провязывания первого элемента у нас 3 изнаночные, второго элемента 5 изнаночных, третьего элемента 7, четвертого 9, пятого 11, шестого 13, седьмого 15, восьмого 17, девятого 19 петель. Вяжем самостоятельно. Связали. На внутренней стороне убавочки не делала. Связано 10 сантиметров. И далее приступаю к вязанию манжетов. Для этого перейду на спицы номер 3. У меня это чулочные спицы. И буду вязать платочной вязкой. На рукавчике закончила вязание, связав четвертый ряд раппорта элемента, и следующий ряд провяжу лицевыми. А далее с чередованием изнаночный ряд, лицевой ряд. Всего свяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных дорожек и после лицевого ряда закрою петли изнаночными. Получается 7 изнаночных дорожек. Итак, провязываю ряд лицевыми и перехожу на спицы номер 3. Все петли лицевые. Провязали, вяжем следующий ряд. Все петли изнаночные. Итак, продолжаем на нужную высоту манжета. Я провязала платочной вязкой 13 рядов с 6 изнаночными дорожками. И после лицевого ряда закрою петли изнаночными.
Закрываю петли обычным способом, провязывая 2 петли вместе за передние стенки изнаночными. Последние 2 петли провязываю вместе. Протягиваю ниточку еще раз через петельку, вытягиваю и обрезаю. Ниточку присоединяю к начальному ряду дорожки при помощи крючка. Вывожу на изнаночную сторону. Закрепляю. И прячу. Вот такой манжетик и рукавчик получились. Осталось пришить пуговицы и по желанию украсить кофточку бусинами. До первого отверстия под пуговицу у меня 2 изнаночные дорожки. Отсчитываю на левой планке кофточки 2 изнаночные дорожки от верха горловины. Нахожу середину на планке и по лицевому ряду, так же как и отверстие на правой планке мы делали в лицевых дорожках, пришиваем пуговицу. И так далее. Смотрим следующее отверстие через 6 изнаночных дорожек. Отсчитываем на левой планке от пришитой пуговицы 6 изнаночных дорожек и пришиваем следующую пуговичку в лицевой дорожке. Кто вяжет по моим параметрам, дальше пришиваем пуговицы через 12 изнаночных дорожек. Я дополнительно украсила кофточку бусинами. Очень довольна результатом. Надеюсь, у вас тоже все получится. В мастер-классе постаралась как можно подробнее обо всем рассказать и показать. Если этот мастер-класс был для вас полезен, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы я поняла, что вам интересны подобные мастер-классы. А я благодарю вас за просмотр. Желаю вам воплощения творческих идей и желаний. До скорых встреч!